Заключительной частью нашего Travel 19 стало карликовое государство Ватикан. Мы жили в 2 шагах и дошли до собора Святого Петра пешком, рассматривая окрестности. Вот замок Святого Ангела. Именно здесь заканчивается Пассетто ди Борго, или маленький коридор, укрепленный проход длиной около 800 метров в Леонинской стене, соединяет Ватикан с замком Святого Ангела. За всю историю только 2 папы воспользовались этим путем, а сегодня здесь водят экскурсионные группы. С улицы Соглашения открывается вид на площадь и собор Святого Петра. Овальную площадь по замыслу Бернини отделяет по обеим сторонам колоннады, украшенные статуями святых. Колонны в 4 ряда заслоняют здание на фоне, не отвлекая тем самым внимание от собора, а он в свою очередь поражает своими масштабами. Строение вместе с куполом достигает высоты в 132 метра, а занимаемая площадь составляет 1/5 часть Ватикана. С высоты собор с площадью напоминает ключ. Около 60 тысяч человек могут разместиться на площади и 15 тысяч внутри собора. Здесь всегда много посетителей, а по воскресеньям еще больше, чтобы увидеть Папу Римского и его обращение к народу. Вход в собор бесплатный, только придется пройти через металлодетектор и небольшую проверку, от чего образуется огромная очередь. Перед собором мы видим 2 фигуры – Святого Петра и Святого Павла. Ключи в руках Петра прежде всего символ отпущения грехов, право на которое дал Господь своим ученикам. Символически открывать двери в Царствие Небес. Апостол Павел изображен с обнаженным мечом. Меч символизирует Слово Божье. Это проповедь. Фасад собора украшают классические колонны, за которыми находятся 5 порталов. Это врата добра и зла, врата смерти, центральные врата Филаретто, святые врата и врата таинств, через которые попадаем в величественный собор. Таинство в простом понимании – это обряды, которые совершаются в церкви, крещение, причастие и тому подобное. Купол собора – шедевр архитектуры, имеет внутреннюю высоту 119 метров и диаметр почти 42 метра.